Привет! И мы продолжаем нашу длинную серию о том, как выбрать хорошую краску. В прошлом выпуске мы разобрались с видами лакокрасочных продуктов, а теперь мы поговорим о видах смол, из которых они изготавливаются. Уверен, что вы слышали о том, что грунт бывает эпоксидный, алкидный или даже полиуретановый. Давайте же разберемся, в чем между ними разница. Начнем с того, что разные типы смол имеют разные принципы формирования сухой пленки, то есть они по-разному высыхают. А сегодня мы с вами рассмотрим только два глобальных принципа. Первое – это физическое отвердение, второе – химическое. Физическое – это когда краска высыхает за счет испарения всех летучих соединений из жидкого слоя. То есть на поверхности остается только огромное количество молекул, которые спрессовались и перемешались между собой, тем самым сформировав лакокрасочный слой. То есть мы имеем дело только с физическими связями между молекулами. Кстати, силы связи между молекулами внутри лакокрасочного слоя называют когезией. А если снова добавить растворитель, то связь между молекулами разрывается, и краска легко растворяется или смывается с поверхности. Лакокрасочные материалы, которые отверждаются подобным образом, называют однокомпонентными или просто 1К. То есть для их высыхания не требуется никаких других дополнительных компонентов. Мы просто открываем банку и начинаем красить. Краска, скажем так, сохнет сама собой. Химическая. Это когда краска высыхает не только за счет испарения растворителя, но и за счет химической реакции. А для того, чтобы такая реакция началась, нужно добавить второй компонент – отвердитель. Именно поэтому такие продукты называют двухкомпонентные. Первый компонент – это основа краски, второй компонент – это отвердитель. В данном случае во время отверждения из огромного количества разрозненных молекул строится трехмерная полимерная решетка. Таким образом, прочность лакокрасочного слоя обеспечивается за счет химического межмолекулярного взаимодействия. А прочность химических связей выше физических в десятки, а порой в сотни раз. Когезия в таком случае гораздо прочнее, и разрушить такой полимер каким-либо внешним воздействием гораздо сложнее. Важно также сказать, что при использовании двухкомпонентных материалов вы также столкнетесь с таким понятием, как жизнеспособность или время жизни, которое определяет допустимое время нанесения лакокрасочного материала после добавления в него отвердителя. То есть у вас ограничено время, чтобы нанести краску на изделие. В противном случае она просто полимеризуется в самой банке или в непромытом оборудовании, что точно приведет к финансовым потерям. Теперь, когда мы понимаем процесс формирования пленки, нам становится ясно, почему двухкомпонентные продукты превосходят однокомпонентные по всем своим свойствам. Поэтому, когда мы с вами говорим о качественной долговечной окраске, нам стоит просто забыть про однокомпонентные материалы. Однако любое более качественное решение требует более высокой культуры производства. Первое. Отвердитель надо добавлять в точной пропорции. И если тут накосячить, то последствия мы даже не можем предположить. Возможно, краска не высохнет, а может быть и высохнет, но потом отвалится. И тут важно отметить, что результат будет одинаково плохой, вне зависимости от того, добавить больше отвердителя или меньше, чем это рекомендует производитель. Я часто слышу от своих клиентов, что мы тут посоветовались и решили, а давайте добавлять больше растворителя, чтобы краска быстрее сохла. Во-первых, скорость реакции никаким образом не зависит от количества отвердителя, которое мы добавим в краску, а во-вторых, избыток этого отвердителя рушит полимерную решетку, о которой я говорил ранее. Второе – это жизнеспособность. Теперь вам придется за ней следить. Если жизнеспособность закончилась, то вам просто придется утилизировать эту краску, она больше не пригодна для нанесения. А еще хуже, если вам придется утилизировать не просто краску, но и оборудование, в котором эту краску оставили на ночь. Ну а теперь к видам смол. Смолы бывают акриловые, алкидные, полиуретановые, эпоксидные, поливинилхлоридные, поливинилбутиральные, полиэфирные, полиамидные и бывает еще всякая прочая дичь. Короче, во второй части мы рассмотрим с вами более детально разницу в поведении этих смол. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте ваши вопросы в комментариях, мы на них ответим. Ну и до встречи в следующем выпуске.